Про Баканова они нам не хотят рассказать. Они про Баканова, про друга детства Зеленского, главу СБУ, засекретили. Кто сдал Херсон, тоже засекретили. Это вам не надо знать. Всем привет! Знаете, вот перед записью этого видео я как раз в интернете наблюдал, в Грузии происходят весьма печальные события. Спецназ разгоняет людей и радует, что люди восстали, потому что Грузия фактически становится пророссийской страной, потому что Путин там все обыграл, там у него все получилось в отличие от Украины. Но в чем суть того, что я сейчас хочу сказать? Люди вышли против закона об иноагентах. Это закон, который не просто копирует российский такой закон, а который даже его, можно сказать, уделал. Потому что то, что в Грузии написали там, в местном парламенте, это просто, это настоящая катастрофа. И ладно бы дела Грузии, но что вообще творит сейчас Зеленский? Послушайте, пожалуйста. Они сейчас вводят, обязуют всех интернет-провайдеров с 2 марта. Они сделали такую систему. И технически как это будет выглядеть? Простыми словами. Раз в 15 минут эта система будет обновлять данные. И все провайдеры будут блокировать нежелательные сайты. Но самое главное, нежелательные для украинского правительства и власти. Но самое страшное в этом, что если вы хотите зайти на какой-то такой, по их мнению, запрещенный сайт, а ведь, наверное, технически туда можно нести и мой канал, то это будет куда-то сигнализировать, куда-то, в СБУ. И власть, то есть государство, спецслужбы будут знать, что есть некий такой Петров Петр Петрович, условный, который читал какой-то там СМИ, который не нравится, например, Ермаку. Куда это ведет? Это прямая дорога в Китай и в Россию. То есть с теми, с кем мы боремся. Потому что вот точно такая под копирку система уже несколько лет внедряется в Российской Федерации. В Китае вообще своя поисковая система, там запрещен Google, там запрещен YouTube. И у них вообще нет возможности, так как у нас с вами, узнавать информацию. Понятно, что есть VPN, есть другие способы обойти, но это огромная страна, и там не настолько это развито. То есть там люди в глубинке, они понятия не имеют, что так можно делать, им оно вообще не надо. А соответственно, такие люди будут жить так, как это нужно коммунистической партии. Так вот, Зеленский это по сути уже готовый коммуняка. Глядя на это, я хочу вам сказать, не за горами то время, когда они напишут примерно такой же, может полайтовее закон об иноагентах. И заставят граждан Украины, которые на их взгляд ведут неправильную политику, высказываться неправильно, так как я, мне нравится то, что я говорю, это достоверно известно. Именно поэтому, кстати говоря, я вчера уже подал официальные документы с просьбой о политическом убежище в США, но об этом я расскажу в воскресенье на стриме более подробно. Вот власть такое вот делает. Она выжимает общественных деятелей, бизнесменов со страны, журналистов, еще кого-то. Всех тех, с кем они не согласны. Но, понимаете, когда это сделали бы против какого-то Гордона, даже не было бы жалко. Потому что этот человек финансируется с определенных источников и в информационном пространстве выполняет свою конкретную миссию. Там еще какие-то, Медведчуковская шваль, это вся свою миссию выполняла и до сих пор, кстати, выполняет. И фамилии вы все их знаете. Это все те, кто на медведчуковских каналах сидели, а теперь сделали свои YouTube каналы и там опять аккумулируют всю эту вату. Вот этих Пальчевских, Бойко и же с ними. Но сейчас уже демократия, так называемая, хотя это уже такое себе понятие, от которого дурно пахнет, я бы сказал. Но свобода слова, давайте так скажем, в Украине, она уже давно в опасности. Но сейчас вот впервые, закон о медиа они сделали, а вот это уже конкретное действие, когда конкретно хочет Зеленский и Ермак прихлопнуть эту свободу слова. В кого потом будут бросать камни? Когда все уже в этом разберутся, закончится война, и придет время совсем другое, придет время какого-никакого созидания. Вы потом вспомните все меня. Это всем тем я говорю, кто сейчас защищает Зеленского. Потому что я же изначально сам за него голосовал. Против Порошенко, но тем не менее. Я рассуждал как? Любая надежда, даже минимальная и призрачная, лучше, чем гарантированная обреченность. Это я про Порошенко говорю. Что мы получили? Это человек, который всегда кривлялся на сцене, пытался быть казаться таким добродушным, приятным. А у него же, судя по всему, синдром Наполеона. И сейчас, как мне сказали, самое страшное событие за последние полгода жизни Зеленского, это то, что на днях Лукашенко назвал его гнидой. То есть, когда оскорбляют Зеленского, в нем переключается кнопочка,
и этот человек становится его личным врагом. Поэтому вот Лукашенко теперь его личный враг. Не после того, как со стороны Беларуси нас атаковали и горе нам наделали в Ирпени и в Буче. И к этому, кстати говоря, дойдет все. Про Баканова они нам не хотят рассказать. Они про Баканова, про друга детства Зеленского, главу СБУ, засекретили. Кто сдал Херсон, тоже засекретили. Это вам не надо знать. И не надо об этом рассказывать публике. И мы так сделаем технически, это я от лица их говорю, это и шобла этого. Мы так сделаем, что вы ничего не сможете говорить. Пусть люди варятся в телемарафоне, сказочки вот эти вот все слушают. И мы будем процветать. Это так себе думает Ермак, который уже, на мой взгляд, наверное, миллиардером стал. Потому что пророссийский бизнес уже столько вопросов порешал в Украине. Поверьте, решение одного такого вопроса стоит, я рассказывал, зайдите посмотрите, там уже больше 150 тысяч просмотров видео, 50 вопросов Зеленскому. Уже весь российский бизнес все вопросы в Украине порешал. Арахамия прекрасно укрепился, я думаю, большие деньги заработал на этом. Вот как это все работает. А вам потом в телемарафоне и в подконтрольных сайтах расскажут, как все прекрасно, замечательно. И Зеленский вообще неолиберал, либеральнее уже больше некуда. Так чем Зеленский отличается от Лукашенко на самом-то деле? Чем он отличается от Эрдогана? Чем он отличается от Путина? Чем он отличается от Си Цзиньпиня? Чем он отличается от президента Ирана? Чем он отличается от Ким Чен Ина? Ведь это та же философия. И получается так, что он сражается сейчас с Россией. Только потому, что он хочет весь этот ужас возглавлять здесь. И по сути делать нам то же самое, что делает Путин в России. Ну так же получается. Но я другого не нахожу. Ведь у нас та же самая система управления государством, гнилая, с ручными тендерами, с высочайшими налогами. Этот проклятый НДС, который пилится, налоговые накладные блокируются, предпринимательство уничтожается. А у них экономика не на часе, некогда заниматься экономикой. А вот таким надо заниматься. Только я хочу сказать, что не занимаясь сейчас экономикой, рассчитывая только, это то, что они, кстати, и делают, рассчитывая только на помощь Запада, война не выиграется. Вот чтобы выиграть войну, нужно было сейчас делать самые смелые реформы во время войны. Внутренними делами Зеленский сейчас абсолютно не занимается. Все отдано на откуп Ермаку. А Ермак что делает? Обогащается с Татаровым. Везде понаставляли своих людей, решают свои вопросы. Повторяю, зарабатывают просто невероятные деньги. Так они еще решили и свободу слова. Это, знаете, по сути сейчас что будет? Я не журналист, вы знаете, я предприниматель. И в Ютубе занимаюсь общественной деятельностью. Ну, хотите, конечно, уже немного политикой. Но это не журналистика. Хотя иногда, конечно, мне приходится делать работу вместо журналистов, потому что, может, вы не поняли, но настоящих журналистов в Украине практически-то и нету. Потому что настоящий журналист, он ни от кого не берет деньги, он их зарабатывает сам. И сейчас технические средства позволяют это делать. Так вот, сейчас фактически они хотят сделать запрет права на профессию. То есть прямое нарушение Конституции и прав человека. Зачем становиться журналистом, если я не смогу говорить то, что я думаю? Вот как так получается? Вся медведчуковская шобла журналистика, никого не посадили, никто там ни под каким делом не ходит, все на свободе. Там кто-то вообще в Россию уже уехал, и там про ЛДНР нам рассказывают, как там хорошо и как прекрасно застраивается Мариуполь. Кто-то в Украине подкрывал YouTube-каналы, кто-то в Польшу уехал, кто-то перекрасился. Это самое для меня отвратительное, когда человек и блогеры гнали пророссийскую риторику. Ой, Шарий, какой ты прекрасный, ОПЗЖ, как хорошо. Про Путина ни одного слова кривого не сказали. Случилась война, мы выстояли, ситуация перевернулась. Планы Путина не удались, Медведчука тоже планы сорвались, тоже у Путина наворовал денег и все. И они перекрасились, и теперь уже такие патриоты. Это для меня самое отвратительное, потому что больше всего в жизни ненавижу лицемерие. Но это я отвлекся. А по факту, вот эти вот действия Зеленского и Ермака, и государства Украина, это все путь в никуда. Нет ни одной страны в мире, вы не найдете такую страну, которая бы задавила свободу слова, которая бы делала такие тоталитарные какие-то вещи, вводила у себя в стране. И процветала, и все было бы хорошо, и люди были бы счастливы. Нет, это просто тоталитаризм. Да, такие страны есть, пожалуйста, Китай, пожалуйста, Россия, пожалуйста, Северная Корея. Вы хотите жить в таком? Я сомневаюсь. То, почему я призываю, что вы должны нажать кнопку «Спонсировать» и быть причастными к моему каналу. Для того, чтобы можно было этот последний островок свободы сохранить хотя бы в Ютубе. И СМИ нам нужно свое, повторюсь, создавать. Пусть небольшой, пусть нам нужен отдельный YouTube канал с журналистами, телеграм-канал, а дальше сайт. Потому что уже абсолютно понятно, они хотят зачистить все информационное поле. Я рассказывал историю,
как Зеленский к стене прижал Томаша Фиалу, владельца «Украинской правды», «Новое время» и там еще нескольких изданий. Его в реестр олигархов хотят внести. Вот Ахметов, кстати, раздал лицензию Украины-24, уже Ахметова можно не носить в реестр олигархов, Ахметов уже у нас не олигарх. Все, задавили его канал. Я не говорю, что там Ахметов что-то хорошее рассказывал, дичь рассказывал, продвигал разную херню, лично выгодную для него, как для олигарха. Но мы-то с вами к этому никакого ни к чему подобному отношения не имеем. Пока Коломойскому удается вот так лавировать, но я вот хочу сейчас пленки телефонных разговоров Коломойского и там еще нескольких олигархов выложить и вам разобрать, что там происходит на самом деле. Вот подпишитесь на канал, смотрите следующее видео. Они хотят все зачистить. Слава богу, технический прогресс сейчас, и вот мы можем с вами так пообщаться в Телеграме, понимаете? А дальше что будет? Мне просто тяжело представить. Мне просто тяжело представить. Не найдется ни один человек, я уверен, который голосовал бы за Зеленского и который бы в страшном сне себе мог представить, что придет Зеленский и такие вещи будет вводить. А поверьте мне, это сейчас они, знаете, на что будут спихивать и списывать? На войну, что это противодействие диверсантам, предателям, агентуре российской. Нет. Если бы вы хотели этому противодействовать, то вы бы такие вещи под шумок вводили бы тогда, когда ЦРУ и США, Байден, вам на стол положили план, который готовит Путин полномасштабного наступления, со всеми опорными точками, например, Гостомель, да, аэродром Гостомель. Вы же сказали, что это все фигня, Блинкину лично Зеленский говорил, что вы там красавцы, я тоже это выкладывал, но мы тут лучше знаем, что у нас происходит. Да, погибла страшнейшим образом куча людей в Ирпене, в Буче, в Гостомеле, а Мариуполь это кладбище. Они вам не скажут, но на самом деле там погибло около 100 тысяч человек. Это просто какие-то жутко нереальные вещи. И именно сейчас им нужно это вводить. Уже вся агентура или практически все гадости, которые я планировала, в Украине сделала. Ну, конечно, план Медведчука, повторяюсь, не удался, но вот эти вот наводчики, да и те, кто не планировал становиться агентами, и тех, кого нельзя назвать агентами. Ведь куча биомассы в Украине продает там по 1000, 2-3 тысячи гривен, идут там, фотографируют объекты, ФСБ присылают. Это же все есть, и пресса это все публикует, пока еще относительно более-менее свободно. Но они сейчас будут охотиться больше, я уверен, точечно там, на таких людей типа меня. Вот уже меня выжили с Украины. И не переживайте, и других будут изгонять. Еще все впереди. То есть фактически мы сейчас дожили до того, что вас за какой-то лайк или комментарий могут посадить в тюрьму. Зайдите, может быть, в Google, пока еще можно. И нагуглите, там, типа, человека посадили за лайк, Россия. И вам выдаст там 1000 статей. Или человека посадили за комментарий. Или ФСБ выбила дверь и ворвалась к человеку, который там написал какой-то пост. 2 предложения, но которые полностью противоречат государственной политике Путина, если это можно так назвать. Пародия это. Вот такую Украину мы с вами хотим? Я думаю, нет. Вот за это сейчас сражаются люди на фронте? Тоже думаю, нет. А на это сейчас дают американские налогоплательщики и европейские страны оружие и деньги. Для того, чтобы СБУ могло блокировать сайты и наблюдать, когда вы заходите туда, куда им не нравится. Просто сядьте и подумайте. Вот посмотрите это видео, сядьте и подумайте для себя просто внутренне. Вы с этим внутренне согласны? Вы это выбирали? Вы считаете в глубине души, даже если вы сторонник Зеленского, ладно, я уже вас не хочу там обсуждать. Вы считаете, что такое может в перспективе к чему-то хорошему привести? И вас лично, и Украину? Я считаю, нет. Подписывайтесь на мой канал, будете хотя бы знать правду и не заангажированное какого-то там лицо. Ставьте колокольчик, становитесь спонсором канала, пишите комментарии, это очень важно. Таким, кто понимает, о чем речь, нам сейчас всем важно быть вместе. И я благодарен тем, кто меня поддерживает. Пока.